Всем привет! Вы на канале Rainbow. Это вторая часть из серии уроков «Изучи C-Sharp, играя в Unity». В этот раз разберем синтаксис языка C-Sharp. Этот урок будет теоретическим, так что если вы новичок в этом, тогда запасайтесь вниманием. А если для вас это не в новинку, тогда можете переходить на следующий урок. Те, кто смотрели первую часть, думаю, теперь понимают, почему я начал сразу с написания программы, а не разбора теоретических вещей. Для того, чтобы подогреть ваш интерес к изучению этого языка тем, что вы написали очень простую рабочую программу, на основе которой мы будем дальше изучать этот язык. Итак, синтаксис C# появился на основе языков C и C++. Все элементы рассмотрим, как я и сказал ранее, на примере нашего скрипта, который написали в прошлой части. Если не видели, обязательно посмотрите. Разберем идентификаторы и ключевые слова. Все проще слова подбирать. Идентификаторы. Если простыми словами, то идентификаторы — это те имена, что мы придумываем сами, а ключевики — это названия, которые придумали уже за нас, и они заложены в самом языке. Разберем подробнее. Идентификаторы — это имена классов, методов и переменных, которые мы придумали сами. Под словом «мы» подразумеваю не только нас с вами, что написали свой код, но и других программистов, которые сделали различные классы и библиотеки, которыми мы можем пользоваться. Обратимся к нашей программе. Как думаете, что тут является идентификатором? Нажмите на паузу и подумайте, а после проверьте себя. Итак, идентификатором являются следующие слова. Unity Engine, придумали разработчики движка Unity. First Program, Subscribers и Target, придумали мы с вами. Start, Debug, Log, имена от разработчиков движка. Left Subscribers, имя функции, написанное нами. И остальные названия переменных. Думаю, понятно, но на всякий случай еще раз уточню. Все идентификаторы, которые я назвал сейчас, они придуманы нами или сторонними разработчиками. Прежде чем перейти к ключевикам, хочу сказать про особенности написания идентификаторов. Они должны быть как целостное слово, которое состоит из символов Unicode и начинается с буквы или символа подчеркивания. Также идентификаторы чувствительные к регистру. То есть слово target и target с большой буквы — это разные переменные. И последняя особенность — это их стиль написания. По общему соглашению локальные переменные и закрытые поля пишутся с использованием верблюжьего стиля. То есть первое слово с маленькой буквы, а остальные с большой. Например, name of hero. Каждое слово, начиная со второго, пишется с большой буквы. А теперь ключевики. Это такие слова, которые имеют особый смысл для компилятора. То есть они помогают компьютеру понять, где класс, где переменная, а где метод. Кто из них публичный, а кто приватный. Возвращает ли функция значение? Если да, то какое? На примере нашей программы постарайтесь понять, что это за слова, нажав паузу. Итак, ключевые слова в нашей программе — это using, дает понять, что мы хотим подключить какие-то пространства имен. Public, класс, говорим, что наше имя First Program является классом и имеет публичный уровень доступа. Int, переменная является целым числом, и public, что она публичная. Void, значит, что метод start ничего не возвращает. Int, наша функция LeftSubscribers возвращает значение, и оно типа int. Return, говорим, что переменная после этого слова будет возвращаться из функции LeftSubscribers. Напоминаю, что тип возвращаемого значения должен совпадать с типом функции. Если хотите ознакомиться с полным списком ключевых слов по C#, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я сделал пост с этим списком. Найти этот пост можно по хэштегу listofkeywords. А как быть, если я хочу назвать переменную одним из ключевых слов? Эта ситуация называется конфликтом между идентификатором и ключевиком. Например, если вы хотите назвать переменную словом abstract, но это слово является ключевым. Для этого есть простое решение. Добавляем префикс собачки перед именем идентификатора. Символ собачки не является частью имени идентификатора. Это значит, что public int target то же самое, что и public int собачка target. Основные задачи этого урока мы разобрали. В дополнение для новичков расскажу про комментарии, литералы, знаки пунктуации и операции. Если вы все это знаете, тогда можете переходить к следующему уроку. А кому интересно, я сейчас простыми словами все расскажу. Начну с комментариев. В C# есть два стиля написания комментариев – однострочное и многострочное. Однострочное начинается с двойной косой черты, и до конца строки пишется сам комментарий. Многострочный начинается с одной косой плюс звездочка, после сам комментарий и заканчивается той же комбинацией, только в обратном порядке. Комментарии нужны как минимум для двух вещей. Это заметки для себя, чтобы в будущем не забыть, что и зачем вы писали,
и заметки для других программистов, чтобы они быстрее поняли ваш код. Обычно это нужно, если вы работаете не сами, а в команде. Литералы. Это такие данные, которые мы встраиваем в программу. Их еще называют константами. Они бывают нескольких типов. Логические – это true-false. Подробнее про это будет далее в курсе. Целочисленные литералы – это значения в десятичной, 16-ричной и двоичной форме. Вещественные – обычные значения с фиксированной запятой или экспоненциальная форма. Символьные литералы – это тип char, в который записываются символы. И строковые литералы – тип string, в который записываются строки. Знаки пунктуации. Они помогают сделать структуру всей программы. Это запятые, фигурные скобки, точки запятой и так дальше. Фигурные скобки группируют операторы в блок операторов, а точка запятой завершает каждый оператор. И напоследок операции. Они объединяют и преобразовывают выражения. В нашей программе используются такие операции, как точка, плюс, круглые скобки, минус и знак равно. Точка дает возможность обратиться к определенному методу конкретного класса. Например, мы через точку вызываем метод log класса debug. Плюс в нашем случае это не арифметическая операция, а операция конкатенации. Про это было в прошлом уроке. С круглыми скобками, думаю, понятно. Это передача данных в конкретный метод или функцию. Например, в старте они пустые, потому что мы ничего не передаем. В debug log мы передаем строку на вывод. А в функции мы передаем целое значение count of subscribers. И равно. Это операция присваивания. То, что справа от равно, записывается или присваивается к переменной слева от равно. Не путайте с операцией сравнения. Два знака равно. Про это будет дальше в курсе. А в этот раз задание будет? Нормально? На этом тема синтаксиса закончена. Для того, чтобы все усвоить, предлагаю вам разобрать весь синтаксис вашей программы, которую вы написали в качестве задания на прошлый урок. Пройдитесь по всем темам, что сегодня рассказал. Будут вопросы, пишите в комментариях. А чтобы не пропустить следующий урок, подписывайтесь. На этом все. Спасибо за внимание.